Все по-разному пьют, потому что можно закрепить ошибку и даже этого не понять. Ты сейчас описал фактически спортивную программу. Да. Подай. Dogblog. Итак, друзья мои, как обещал, у нас сегодня интервью на заваленке. И наш сегодняшний гость – это Дмитрий, мой давний друг. Значит, мы сегодня поговорим, я попросил Дмитрия рассказать о манках, потому что он, ну, на мой взгляд, неплохо, это мягко сказано, он хорошо владеет манком, что важно на охоте. Вот раньше я вообще не придавал этому значения, потом, когда мы стали охотиться с Димой, то я, как уже говорил сегодня утром, ну, надо отдать должное тому, что у Димы всегда лучший результат, чем у меня. Вы видели сегодня, как с помощью даже моего кряка можно подманить утку, да, что я сделал. Но я все-таки считаю, что это больше случайность, чем закономерность. Может, она просто мимо пролетала, и тут кряк, и утка полетела, и удалось ее добыть. Вот. Но я видел неоднократно, как Дима, когда, ну, в момент охоты, ну, допустим, разворачивает стаю уток, которая летит далеко, может быть, даже высоко, вот, определенными кряками, там, трезвучиями, я не знаю, сейчас Дима подробнее расскажет, у него умудряется, это хорошо получается, и, ну, результат всегда выше, чем у меня. То есть на мою одну утку Дима настреляет 5 точно. Вот. И здесь я считаю, что во многом, кроме умения владения оружием, является то, что Дима хорошо обращается с манком. Дим, привет! Привет. Вот. Значит, первый вопрос мой. Давай для начала определимся со статусом с твоим, потому что, ну, я, насколько не разбираюсь в этих манках, но, тем не менее, ты мне присылал много видео, ну, допустим, из Штатов, где проходит, я так понимаю, что Америка – это родоначальник соревнований, там это все очень-очень культивируется, это вид спорта, наверное, я точно не знаю, но ты сейчас про это расскажешь. Вот мне хотелось бы для начала определиться с твоим статусом, кто ты, любитель, либо, ну, участник каких-то соревнований, либо участник каких-то международных соревнований. Ну, тут вопрос такой очень неоднозначный, если сравнивать, смотря с кем. Если с российскими соревнованиями, наверное, я уже где-то выше среднего, ну, может быть, даже где-то вот на хорошем, высоком уровне. Если сравнивать с штатовскими ребятами, ну, наверное, это любитель, вот. Может быть, даже чуть-чуть и пониже, вот, потому что проводились соревнования американские онлайн в связи с карантинными вопросами. И то есть я даже не вышел из-под группы. То есть там несколько этапов вот, было, вот, и я не справился. Но, собственно говоря, я себя позиционирую всегда как охотник. Вот, то есть я больше стараюсь для этого, поскольку у нас особо спорт не развит, да, по манкам. Я, ну, не могу сказать, что я прям такой заядлый спортсмен. Я люблю это дело, это как бы очень хорошо развивает все навыки, вот, то есть продвигает тебя в развитии с духовым манком. Но прежде всего я, наверное, охотник. Вот, и мне это очень нравится. Понятно. Я достаточно недавно по совету Димы, ну и, собственно, поняв сам, что у меня, ну, достаточно плохие относительно Димы результаты по добыче утки на охотах, приобрел себе тоже манок, точнее, мне его подарили. Давай мы сейчас, ну, достаточно кратко пробежимся. И я, кстати, нахожусь сейчас на самом начальном уровне. И давай мы как-то, ну, за там 10-20 минут попробуем, ну, ты попробуешь дать какие-то советы, которые я попытаюсь что-то из них применить. Ну, в общем, лесенку некую такую, 1, 2, 3, 4, 5, с чего стоит начать, потому что я, кроме вот
Вот. Кроме этого, пока не умею делать ничего. Тогда, наверное, ты на своем манке покажи, пожалуйста, ну, с какого-то самого начального уровня, может быть, даже в чем-то меня поправишь, потому что мы с тобой не занимались по манкам еще, и, ну, наверняка, я так понимаю, что мой уровень сейчас близок к нулю. Вот. Расскажи, пожалуйста, и покажи, главное, да, с самого начального уровня, и вот, ну, если идти по цепочке вверх, да, по лестнице вверх, ну, скажем, там, я не знаю, там 10, там 20, 30 ступеней, или там небольших... С чего, грубо говоря, с чего начать и чем закончить? С чего начать, к чему стремиться, и параллельно мы будем с тобой, ну, каким-то образом ты будешь давать комментарии, как делать то или иное, сколько нужно на это тратить время, потому что я думаю, что многие наши зрители, которые смотрят эту передачу, они смотрят ее не просто так, а тоже наверняка хотят научиться владению манком, потому что, ну, я крайне редко, вообще никогда, точнее до этого не видел, чтобы человек даже на твоем уровне управлял манком. Обычно либо крякают, либо где-то там встретишь каких-то нерадивых охотников с электрическими манками, которые запрещены. Вот. Ну, конечно, высший пилотаж, я, насколько понимаю, научиться крякать так, как крякает, собственно, утка, правильно? Ну, самоцель манка — это имитация звуков, которые издает утка. Собственно говоря, уже есть большой охотничий опыт у людей, охотников, которые как бы знают тот багаж, ну, имеется багаж звуков, которые могут подманить птицу. То есть, конечно, основная цель — издать определенный звук, чтобы привлечь внимание птицы. То есть, чтобы было не просто похоже, да, а чтобы этот звук был, ну, да, какой-то, что-то отражал, да, либо иди сюда, там, либо... Да, грубо говоря, то есть это некий подзыв, то есть, там, эй, ты иди сюда. Это не говорит о том, что птица подлетит, да, то есть, возможно, птица свои дела, то есть, ну, утрирует, да, то есть она летит с определенной цели. Возможно, спугана местным охотником, который ее там обстрелял, она в панике пытается уйти, ей не нужно там сородичи ее где-то на соседнем болоте. Вот. Но в каком-то проценте, то есть это повышает результативность, и птица с удовольствием может подвернуть к вам одиночка. Весной так это вообще идеальное подспорье для охотников, кто любит с подсадной охотиться, но подсадные, как известно, они раз на раз не приходится, бывает, могут не поработать, могут плохо вызрены быть или в конце концов просто устали, то есть там, 20 минут поманил и все, и ты сидишь, просто скучаешь. Вот. И манок, конечно, в этих случаях это великое счастье и поможет. А по этапу развития, если, ну, начать, наверное, совсем простого, то есть охотник пришел, говорит, вот я хочу манок себе приобрести. Он приобрел манок. Неважно какой. То есть у него просто появился духовой Абсолютно манок. неважно какой. Потому что есть манки за 1000 рублей, есть за 10 тысяч рублей, за 15, но за 20. Для начинающего уровня, я думаю, что не принципиально, какой человек манок купит. Ну, может быть, за исключением там каких-то манков. В принципе, на самом деле весь диапазон там от 500 рублей до 12 тысяч. Ну, просто вопрос, какие цели человек преследует. Вот. Конечно, проще, наверное, начать сначала понять, чего ты хочешь. Может быть, тот манок, который стоит там 1500-2000 рублей, он перекроет все потребности охотника выше крыши. То есть ему не нужно будет больше. То есть вы пришли, купили этот манок. Первым делом вам нужно понять, как правильно его держать, как правильно его поднести к губам и как правильно в него дуть. Да. Потому что фактически это такие базовые вещи, фундаментальные, которые в дальнейшем, то есть это как дом, да, если вы фундамент плохо заложили криво, весь дом будет у вас играть, то есть вы будете где-то все время пытаться чем-то компенсировать это. Вот, то есть вам нужно начать простых вещей. Возьмите манок в руку, да, то есть правильно, есть манок делится на две части, да, это тоновый узел и баррель. Вот, то есть то, куда выдувается. Соответственно, взять его в руку правильно. Да, то есть вы берете, закладываете его между большим пальцем и вот эту ложбинку, зажимаете, делаете такую универсальную камеру. В игре на духовом манке есть такая вещь, то есть как бы можно пользоваться рукой, то есть более делать красочный звук, вот, более, ну, как бы интенсивность повышать и так далее. Вот. А, собственно говоря, зачастую новичков это просто смущает. То есть люди смотрят, о, профессионал так делает, и я так буду делать. То
То есть, ну, я рекомендую это убрать, чтобы концентрироваться на определенной вещи сначала. Зажали и держим просто. Да, то есть делаем универсальную камеру, вот такую. То есть не нужно там не зажимать манок, Да. чтобы звук не был скулящим, не открывать, чтобы, то есть как бы, ну, будем так говорить, это универсальная камера. И начинать подачу воздуха. Обратить внимание на ошибки, чтобы не было раздувания щек, не было, воздух не травил по бокам губ. То есть вы прикладываете манок примерно как будто вы пьете воду из бутылки. Ну, зачастую так делают, обычно ребята все говорят, все по-разному пьют. Ну, да, ну, в основном это прижимается к губам, нижнее подкладывается, у вас появляется некое отверстие для выдува в манок. Соответственно, по бокам у вас ничего уже не должно травить. Ага. Вот. Дальше вы пытаетесь правильно подать воздух в Правильный манок. выдув. Да, правильный выдух. Американцы это называют там воздушное давление, air pressure. Вот. То есть в чем заключается смысл? Манок, то есть язычок манка, да, вот эта часть, сейчас я покажу, она лучше всего работает, когда вы подаете воздух теплый, максимально теплый в манок. И это очень принципиально. Как это сделать? Подача воздуха идет диафрагмой. То есть диафрагма сжимает легкие и выдувает максимально теплый воздух. Ну, с чем это сравнить? Я обычно провожу сравнение с кашлем. То есть, когда человек кашляет, да, он максимально как бы выдувает При этом воздух отсюда, теплый. да, идет? Да, отсюда, то есть вы напрягаете живот, да, это диафрагма, и вы вот. Если вы дуете просто легкими, у вас будет плоский некрасивый звук. Ну, к примеру, Да. для сравнения. Да. Вот, например, я дую легкими. То есть слышно, что, ну, идет какая-то, ну, нехватка, то есть как будто бы вот язычок с чем-то не страгивается. Вот я добавляю правильное воздушное давление. Слышите, то есть манок захрипел, Объемность, хрип, да. хрип, объемность, такой бархатистость появилась, то есть Да. она очень, манок сразу стал приятнее звучать. Собственно говоря, мы от этого отталкиваемся, то есть мы добиваемся правильной подачи воздуха в манок. Вот. Следующий этап это одиночный кряк. То есть нужно научиться просто кряк, поскольку кряк это родоначальник всех остальных звуков. Вот. То есть осадка строится из кряка, ну и фактически вся подача воздуха, она даже в кормовых звуках, она где-то рядом. А вот если мы, кстати, сейчас заговорили осадка, кормовые звуки, такие термины, вот если разделить на несколько частей вообще, какие, ну, на несколько разновидностей, какие бывают кряки, это что у нас бывает? Ну, кряк это кряк, то есть это как бы одиночный кряк, либо квачка весенняя, да, то есть когда птица монотонно крякая зовет селезня, вот, ну, фактически это тоже кряк. Кряк. Вот. Дальше осадка, она строится просто как бы из многообразия кряков. Длинных, коротких, тихих, более громких, там по тональности выше, ниже и так далее. Вот. То есть тут в зависимости от того, какой вы звук хотите, что вы хотите там попросить у утки, ну, утрирую, да, то есть это совсем для простоты понимания. Ну, собственно говоря, вы делаете кряк. Обратите внимание, что все кряки у утки закрываются, то есть звук всегда закрытый. То есть, когда она крякает, то есть она делает кряк, и последний вот этот вот прям согласный, она ну, точнее, весь звук заканчивается на согласное, то есть вы закрываете манком. Да, еще вот вопрос, наверное, немаловажный, куда девать язык при выдуве. Вот. Ну, это тоже такое, потому что часто начинает запирать кончиком языка выходное отверстие. То есть наглядно, примерно, это ваши зубы, дальше это небо, ваш язык. То есть вы утыкаете его между зубов и небом. Все, собственно говоря, почти во всех звуках положение остается такое. То есть здесь язык, да? Да, вот. И закрываете вы горкой. Вот. Горка — это язык к верхнему Да, небу? да, горка, то есть горка языка, то есть вот этот ваш язык, да, вот этой части вы закрываете клапан. То есть это фактически такой универсальный клапан для закрытия подачи воздуха в определенных звуках. То есть ну, дальше вы уже учитесь правильно им пользоваться, в нужный момент закрывать. Вот, то есть ваша квачка, ваш одиночный кряк строится, то есть с подачи воздуха и его закрытия.
Собственно говоря, вот это весь кряк. Так, кряк, значит, осадка, это когда утка летит высоко, и мы ее каким-то образом осаживаем. Ну, да, наверное, осадка это такое более универсальное название всему. То есть там есть, как бы если по спортивной линии манка смотреть, разные звуки. Ну, всех их в целом можно назвать осадкой, но тем не менее они там имеют свои названия. Там, приветствие, дальний призыв, hail call, возврат, comeback call, то есть там, ну это тоже возврат, там или comeback please call, там какой-то умоляющий возврат. Все это имеет свое как бы на определенное название, но в целом это призвано как бы осадить птицу. Вот. Собственно говоря, ну, вся осадка также строится из кряков. Опять же таки, я говорю, повыше, пониже, погромче, потише, покороче, подлиннее и так далее. И кормовые звуки. Ну, по большей части они используются там ближе к середине осени для того, чтобы показать птице, поскольку она набивает живот, зоб свой, чтобы улететь куда-то на юга, чтобы долететь спокойно, ей нужно постоянно подкрепляться. Соответственно, она очень хорошо реагирует на эти звуки. Ну, зачастую большая часть охотников пытается изобразить многообразие утки, то есть здесь кормится много птицы, иди сюда, здесь хорошо, вольготно, здесь никого нет. То есть нет хищников, человека, охотника и так далее. Вот, собственно говоря, это такой как бы, ну, наверное, я называю это джентльменский набор охотника. То есть когда ты имеешь такие базовые звуки, которыми фактически ты можешь оперировать на охоте, попытаться приманить птицу или несколько птиц. Дальше уже ваше развитие, то, какой объем птицы вы приманите или насколько вы можете привлечь внимание птицы, которая явно отвлечена, то есть не заинтересована вами. Да, переключить внимание, то есть это уже от мастерства зависит, включение дополнительных каких-то элементов в осадке, там, продвинутых звуков и так далее. То есть первое, с чего мы начинаем, это правильное, во-первых, расположение манка в руке, да? Сделали камеру, потом выдув диафрагмой, да? Да, мы стараемся теплым воздухом. Ну, я бы сказал, как бы обычно рекомендую, чтобы колер надувал, ну, не надувал, точнее, напрягал живот, вот, то есть и старался как бы вот прям контролировать эту подачу. Прям толкать. Вот, да, можно чуть-чуть потише, то есть не так. Чуть повыше. Вот. Ну. Да. Ну, вот это примерно. Это база начала, да? Ну, это да, это такой, как бы, неплохая наработка. То есть с этим нужно просто двигаться дальше. Ну, вот. Дальше развиваться по подаче воздуха. Так, хорошо. Следующим шагом, когда это научится делать? Кряк, так? Ну ты фактически делал кряк сейчас, вот, то есть, ну не обязательно, можно, когда ты дуешь, просто протягивать хотя бы, просто понимать, правильно ли у тебя. Протяжно. Да, ну можно, в принципе, и с квачки, с кряка начать, вот, то есть это не так критично, но просто не концентрироваться на закрытии воздуха, подаче воздуха. Так, следующим шагом. Ну, я так понимаю, что маркером того, что человек научился делать эту ступень, будет ровный кряк. Допустим, вот нужно сделать там одинаковых 10 кряков. Он должен это сделать, да, чтобы они не отличались друг от друга, а чтобы нет? Ну, в целом, будем так говорить, надо добиться такой стабильности, что, как я это всегда преподаю и объясняю, что днем и ночью тебя разбудят, ты всегда сможешь покрякать правильно. То есть не будет фальши, не будет там где-то соскоков, там залипаний и так далее. То есть ты должен стабильно, постоянно крякать. Причем как там, например, короткие кряки, так и длинные кряки. То есть не должно быть, что у тебя там вроде бы средний такой и длинный кряк нормально, а когда у тебя короткий, ты там начинаешь фальшивить. То есть звук уходит такой более плоский. Вот. Хорошо. Следующая ступенька. Ну, если мы закончили с кряком, мы переходим к осадке. Вот. То есть осадка, она строится из ваших базовых наработок в кряке. То есть я рекомендую всегда начинать с 3 обычных кряков. Средней длины, средней по громкости. Вот. То есть просто 3 раза прокрякать манок на одном дыхании.
Все, то есть вы не повышаете, ничего не понижаете, скорость такая тоже средняя, насколько это возможно и вольготно. То есть качество звука у вас не изменилось, техника не нарушена. Дальше вы начинаете двигаться, немножко пытаться ускорить. Ну, то есть вы уже потренировали это, можно попытаться ускорить. Еще ускоряете. Еще ускоряете. И так далее, пока как бы у вас не будет срыва. То есть как только вы начинаете срываться, вы немножко откатываете назад, вот, и пытаетесь наработать, опять подойти к этой скорости. Вот. Дальше вот у вас уже есть вот эти 3 кряка наработанных. Мы добавляем 4-й, 5-й, но делаем мы их немножко на понижение. Вот ваши 3 кряка, да? И дальше 4-й, 5-й. То есть, меньше громкость, снижаем. Да. То есть это некая горка, как делает эта утка. Но будем так говорить, это самый простой вариант осадки. Утка может и снизу вверх горку поднимать, и просто ровно это делать. То есть как бы делать. Ну, поскольку мы учимся, то есть мы делаем это самый простой вариант, да, как это делают ученики. Там сначала учатся буковки по очереди, потом слоги, потом учатся читать. Собственно говоря, здесь так. Вот у вас получилось добавить 4-й, 5-й, это звучит более-менее комфортно, приятно. Можно попытаться повысить тональность первых звуков. То есть вот эти первые, немножко как добавить агрессии. Резкость в первые звуки. Да. Резко. Первая такая резкость некоторые, то есть добавить ее агрессию. Ну, какое-то такое сленговое слово, но оно очень часто популярно в игре, в бытовых манках. Добавить агрессии. Ну, вот. Собственно говоря, вот у вас получилась осадка, сформировалась хорошая, качественная. Дальше вы можете уже развиваться, добавлять скорости. Будем так говорить, варьировать разные звуки, которые вы хотите сымитировать. Там, более быстрые. Еще быстрее. Или просто там такой сделать, как эти утренние переклички утки. Собственно говоря, вот, ну, дальше насколько вашей фантазии хватит. Ну, а следующая уже ступень эволюции, хотя это и так довольно сложно, я думаю, к этому прийти. Но... Ну, будем так говорить, по кромовым звукам это как бы, ну, наверное, такой отдельный столб по обучению, ну, на мой взгляд. То есть неплохо вроде как и параллельно это учить, но можно... Есть некоторые спортивные звуки, они взяты, конечно, из живой утки, но они немножко деформированы уже под спортивные программы. То есть они звучат там не совсем похоже, как это вот мы слышим в жизни. Вот. Можно с них тренироваться, то есть это тоже неплохо. Можно делать одиночные кормовые звуки, то есть когда птицы там кормятся. Ну, вот, самый простой звук, который можно в арсенал охотника, то есть он не проиграет как бы нигде. То есть он может свободно применять его. Есть более такие, как бы, то, что я говорю про спортивную программу, да, roll and feed, так называемая, круговая кормежка. Ну, для примера. Ну, то есть это, ну, такой ускоренный вариант кормовых звуков. Вот. Конечно, она должна быть такая более хаотичная, там, по скорости, по всему. Вот. Собственно говоря, если вы это все освоили, можно уже переходить там более сложным, продвинутым звуком, таким как Bowsing Hen там, или Cagil Squeal. Это что такое? Это такой элемент в осадке, когда вы даете некую краску вашей осадке. Как выглядит? Ну, например, Cagil Squeal. Нет. Некое подскуливание в каждом звуке осадки. Ну, вроде как принято считать, что утка, когда набивает зоб, то есть набивает свой желудочек, да, она, ну, не может до конца правильно прокрякать, и вот она так немножко в конце подскуливает. То есть чего-то ей не хватает. Тоже подскуливаешь? Да. Что-то тебе не хватает? Солнышко, наверное, да? Не мешай нам.
Вот. И, ну, то есть этот звук хорошо очень привлекает птицу. То есть вроде как, о, здесь она там набила живот, типа она там сытая, значит, и мне надо туда покушать. Вот. То есть это отдельное направление в обучении. То есть это такой довольно сложный звук, не всем он дается с первого раза. Да и со второго, с третьего некоторые долго учатся. Не с первого года, да? Да, ну это вообще сколько процесс обучения занимает? Ну, наверное, все от упертости. Ну, вот то, что мы сейчас хотя бы до того уровня, о котором ты сейчас рассказал. Ну, у меня есть яркие примеры ребят, которые, мало того, что они не очно со мной занимались, они делали это дистанционно. Ну, за 4 месяца он выходит человек на хороший уровень. Ну, то есть там, конечно, много чего еще тренировать, но то, что у него есть там хороший кряк, хорошая осадка, хорошие кормовые звуки, вот, и он там всем этим умеет хорошо играть, вот, то есть, ну, это очень хороший результат. То есть человек прям вот упирался, он заваливал видео там постоянно, хочу знать, вот. Ну, это реально круто. Так, ну, наверное, полгода-год, наверное, вот таких хороших, стабильных тренировок. Минут по 15 в день или больше? Ну, если уделять, да, хотя бы там 10-15 минут и больше в день, то это даст результат. Ну и, конечно, человек, который будет слушать, постоянно корректировать, потому что можно закрепить ошибку и даже этого не понять. И нарабатывать ее. Да, просто ее закрепить и все, а потом в какой-то прекрасный момент вы придете, человек, который действительно умеет играть, он скажет, это вот тут 100% не так, и вы очень тяжело будете себя переламливать, чтобы переучиться. К начальному уровню возвращаться. Да. Либо выдув не тот, либо... Да, такое часто бывает, некоторые по несколько раз. Я, собственно говоря, тоже отчасти самоучка, то есть я начинал, мне помогали, вот. Но потом в процессе каком-то я понимал, что я что-то делаю не так, возвращался обратно. Ну, то есть мой опыт обучения, ну, наверное, не пожелаешь никому. То есть лучше, конечно, иметь человека, который реально хорошо заточен слух на это. Он все эти этапы уже прошел, и он может подсказать. Ну, хотя бы сказать, нет, это неправильный звук, ты делаешь не так. Ну, хотя бы так. То есть, чтобы если кто-то контролировал. Да, то есть он, может, не умеет учить, но он скажет, нет, вот это просто вот настолько не то, что надо по-другому. И вы хотя бы будете думать, что я что-то делаю не так, будете искать истину. Так, более сложные уровни какие-то стоит рассматривать сейчас? Или для охотника вот то, о чем ты говоришь? Ну, я, наверное, еще, если я затронул Casual Squeal, там звук этого продвинутый, есть еще такой Bows in Hand. Но он тренируется, когда это не совсем похожий звук. То есть примерно это звучит так. Но в природе он более завуалированный, то есть утка как бы не заканчивает на такую «т», она больше такую твердую. То есть такое как бы резкое окончание. То есть это тоже часто слышно на болоте, когда птица так кють-кють-кють-кють. Вот. Ну, он, наверное, по сравнению с Casual Squeal более простой. Вот. Но все равно как-то охотники его более деформированы. Вот именно кють-кють-кють. Это не совсем так. Не жизненно, будем так говорить. Вот. А что-то из более сложного, ну, то есть расширить арсенал охотника, ну да, там, например, можно сделать более такие истерические осадки, докричаться до птицы. То есть такой своеобразный hell call сделать. То есть позвать птицу откуда-то издалека, то есть привлечь ее внимание, поскольку птица, в принципе, любознательная утка. Ну, есть вероятность, что она заинтересуется, подвернет, или где-то в округе она окажется. Поскольку все звуки, осадки, они, ну, если мы не берем сам манок, то есть манки тоже распределяются по громкости, вот, но большая часть этих звуков, она не очень как бы такие громкие, то есть они не очень резкие. Осадка обычная, да? Отойдите там за 100-200 метров, и вы уже, звук просто будет гаситься. То есть вам нужно повысить, то есть сделать погромче, позвать птицу. Ну, то есть это более такие резкие звуки. То есть попробуй докричаться до птицы. Вот, подозвать ее, да? Да. То есть дальше она разворачивается, и вы уже отталкиваетесь от ситуации. Вот, то есть сделать такие более тихие осадки, привлечь ее, попробовать подозвать чуть-чуть, там, вот я здесь, давай, чуть ближе. В какой-то момент просто погасите это и уже ждать, когда она
на расстояние выстрела подлетит. Отлично. Ну, давай в заключение, наверное, сымитируем какую-то ситуацию. Вот стоим на охоте, я эту ситуацию видел, и у Димы она удачно получалась. Вот, допустим, мы с тобой стоим на охоте, где-то вдалеке мы увидели стаю уток, причем летящую не в нашу сторону. А ты сейчас сымитируешь, ну, ту группу звуков, которая, скажем, будет предполагать, что она развернула эту группу, и группа летит к нам, потом, может быть, куда-то берет в сторону, и потом все-таки еще раз летит. Ну, будем так говорить, ты сейчас описал фактически спортивную программу, ну, первую часть ее. То есть она там делится на дальний призыв, то есть как бы летит утка, мы делаем hell call или дальний призыв, разворачиваем ее, делаем приветствие, то есть мы приветствуем птицу, да, мы здесь, ура, нас здесь много. Дальше, когда она уже на подлете, мы даем кормовые звуки, которые как бы все, вот, они более тихие, они менее пугливые для птицы. Вот. Собственно говоря, вот примерно. Можно попробовать? Да. Ну, как-то так. Да. Подай. Но это более такие, как бы, я говорю, опять, это спортивная программа. Конечно, можно помягче сделать там и в природе, в охоте я там более такие кормовые звуки мягкие даю. Более тихие осадки. Нет. Чтобы птица не сорвалась с места, услышавшая там агрессивно, прямо ей в ухо долблю. Вот. Как-то так. Дим, спасибо огромное. Очень интересно, на мой взгляд, получилось. Думаю, что и вам тоже будет интересно. Пишите комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы. Дима вам на них ответит, на эти вопросы. Ну, ставьте лайки. Давайте так договоримся. Если это, в принципе, тема интересная будет, ну и хотя бы там, я не знаю, 1000 лайков наберется, то мы более какую-то подробную... Да, Дим, можем устроить разбор программу, можно. да. И более того, мы тогда устроим, если действительно будет вопросов много и заинтересованность будет, тогда мы какую-то отдельную программу и уже там разбор ваших вопросов устроим. Я думаю, что это будет очень интересно, потому что я сейчас задавал вопросы, те, которые интересны мне. Может быть, у вас есть еще какие-то вопросы. Дим, спасибо тебе огромное. Да не за что. Сейчас мы будем собираться на вечерку, а Дима уже поедет отдыхать. Да. Спасибо. Спасибо. Пока. Пошли. Dog Blog.